Ну что, сегодня будут сохранения. Эту тему пропускать нельзя. Создадим под это дело отдельную папку SaveGame. Для сохранений есть отдельный класс SaveGame. Создадим его. Назовем SaveGame.PlayerData. И вот теперь нужно подумать, а какие данные мы сейчас можем сохранить? Однако существуют ограничения. Мы не можем сохранять все, что угодно. Простые типы данных сохраняются без проблем, включая массивы, структуры и тому подобное. А вот если вы попробуете сохранить какой-нибудь класс типа персонажа, то тут вас ничего хорошего не ждет. Ошибки при сохранении не будет, но и данные не сохранятся. Что мы будем сохранять? Первое, что приходит в голову, это местоположение и показатель здоровья. Их и будем сохранять. Местоположение будем сохранять в виде трансформ, чтобы поворот тоже сохранился. Ну и хаос сюда же. Все, мы подготовили данные, которые будем сохранять. Теперь нам нужно как-то это сохранить. Для этого существует GameInstance. Он существует на протяжении всей игры в единственном экземпляре. При переходе с уровня на уровень все данные предыдущего уровня стираются, и вам нужно как-то их восстановить. GameInstance ничего не стирает, поэтому данные можно передать через него. Это важно понимать. Тут есть всего одно интересное нам событие. Это init, очередной аналог BeginPlay. Проверим, что оно работает. Проверяем. Не работает. Ничего нового. Нужно его где-то подключить. Подключается он там же, где и GameMod. Проверяем. Работает. Ищем функции, которые содержат SaveGame. Выбор тут небольшой. Два вида загрузки, синхронный и асинхронный. Также два вида сохранения. И есть еще такая интересная функция Create Save Game Object. Будем работать с синхронными нодами, но особой разницы нет. Загрузим какое-нибудь сохранение и проверим, вернется что-то корректное или нет. Проверяем. False. Это очевидно, ведь никаких сохранений нет. Давайте что-нибудь сохраним, чтобы было что загружать. Save Game to SWOT, помимо названия SWOT, просит еще какой-то Save Game Object. И это как раз таки тот самый объект, который создает функция Create Save Game Object. В этой ноде мы можем указать то сохранение, которое подготовили ранее, с местоположением и здоровьем. В конце добавим сообщение, чтобы понимать, что логика выполнилась. Запускаем, сохранение прошло. Теперь повторно проверяем загрузку сохранения. Сейчас уже не false, а true, то есть сохранение найдено. Само сохранение лежит в папке Saved Save Game. У файла точно такое же имя, как и у слота. Удалим его и посмотрим, что изменилось. Теперь снова false. Create Save Game Object возвращает наш класс, поэтому мы можем поменять, например, здоровье перед сохранением. Но перед тем, как изменить здоровье, проверим, что получаем сейчас. Load Game from Slot возвращает сохранение типа Save Game, а нам нужен наш тип Save Game Player Data. Поэтому приводимся к нашему типу, и здесь проблем уже нет. Выведем на экран здоровье, которое мы загрузили. Проверяем. Сейчас это 0. Это значение по умолчанию. Установим какое-нибудь значение и запустим игру, чтобы сохранить данные. Теперь проверяем, что загрузилось. Все работает. Вернулось 10 здоровья. Вот так работает сохранение. Остается это все красиво обернуть. Есть функция DoesSaveGameExist, проверяющая наличие сохранения. С помощью Create Save Game Object мы создали новый объект для сохранения SaveGame.PlayerData. Однако если сохранение уже имеется, тогда этого делать не надо. Нужно просто его загрузить и преобразовать с помощью Cast. Почему не Create Save Game Object? Потому что он создает новый экземпляр, то есть придется заполнять все поля, чтобы данные не потерялись. В нашем случае всего два поля – местоположение и здоровье. Это будет не страшно. А что если у вас в сохранении 100 полей? Тогда вам придется заполнять все 100 полей перед сохранением. Поэтому Create Save Game Object актуален только для первого сохранения. Делаем все на практике. Если есть сохранение, то загружаем. Если нет сохранения, тогда Create Save Game Object. Дело сделано. Теперь у нас есть переменная SaveGame.PlayerData, которая хранит актуальные данные. Добавим одну функцию сохранения – SavePlayerData. В нашем случае это всего два поля. Но будь это большое сохранение, то можно было бы создать много разных функций, типа сохранения инвентаря, сохранения журнала и так далее. И каждое сохранение меняло бы свой набор полей переменной SaveGame.PlayerData.
Ну или можно создать отдельные слоты сохранения для того же инвентаря, журнала и так далее. Меняем наши несчастные два поля и сохраняем. Если бы у нас было не 2, а 10 полей, тогда мы изменили бы только 2 поля, а остальные 8 остались бы при своих значениях и менялись бы через другие функции. Я уже повторяюсь, но лучше повториться, чем недосказать. Буду считать, что все понятно, но, честно говоря, практический пример у нас слабенький, а более сложный сейчас не сделать. Добавим функцию получения данных. Все данные хранятся в SaveGamePlayerData. Сделаем функцию чистой. Создадим точку сохранения, зайдя в которую будет происходить сохранение. Добавляем Sphere Collision и в качестве коллизии установим Overlap OnlyPawn. Сейчас эта сфера будет невидимой во время игры. Давайте проверим. Ого, и правда невидимая. Поэтому делаем ее видимой. Получить Game Instance очень легко, но его еще нужно привести к нашему типу, поэтому делаем cast, после чего сохраняем в переменную, но это не обязательно. Создадим событие BeginOverlap и проверим его. Все работает. Получаем здоровье и местонахождение персонажа. И теперь можем сохранить эти данные. Немного косметики и проверяем. Сохранение прошло. Возможно, даже успешно. Секвенс последовательно выполняет ветки. Давайте выведем сохраненное здоровье. Получим урон и сохранимся. Показывает 65. Значит, сохранение прошло успешно. Сейчас нужно загрузить данные. Также получаем GameInstance, преобразуем его в наш тип и достаем данные. Хорошо, данные у нас. Переместим персонажа в указанные координаты. Вроде сработало. Сохранение работает даже в воздухе. Попробуем установить здоровье. Сейчас у нас нет подходящей функции в компоненте здоровья, поэтому создадим ее. Также не забываем позвонить в колокольчик, чтобы бомжи не скучали. Пробуем установить здоровье. Проверяем, что получилось. Пока непонятно. Нанесем себе увечья и сохранимся. Загружаемся и здоровье полное. Вы пока можете подумать, почему здоровье полное, хотя мы сохранились с неполным здоровьем, но не думаю, что многие догадаются. Для меня это вообще было открытием, но я тебе о причине пока не скажу. Пока займемся другим делом. Когда мы в персонаже получаем данные из GameInstance, то мы не знаем, это загруженные данные или нет. Поэтому нам необходимо добавить соответствующий флажок. Добавляем и подключаем его куда-нибудь. После чего нам нужна функция, благодаря которой мы сможем определить, загружены данные или нет. Функция будет чистой. Теперь перед тем, как установить значение, мы будем проверять этот флажок. Вообще этот флажок не обязателен. Если правильно задать значение по умолчанию, то даже в случаях, когда данные не загружены, они все равно будут корректными. То есть нужно открыть класс SaveGamePlayerData и выставить корректное значение для Transform и House, после чего в данной проверке смысла больше не будет. Проверяем. Вроде работает. Возвращаемся к неправильной загрузке здоровья. Тут без отладки никак, поэтому добавим print string в потенциально опасных местах. Это full heal и set house. Проверяем, что получилось. Для интриги я создал новый уровень. Здесь мы видим, что сначала выполняется BeginPlay компоненты здоровья, а уже потом BeginPlay персонажа. Даже если так, то setHouse берет значение из сохранения, поэтому setHouse имеет приоритет. Что ж, теперь проверяем на основном уровне. Да, все верно. Сначала у нас выполняется Full Heal из компонента здоровья, затем персонаж перемещается в точку сохранения. И тут я думал, что персонаж закончит свой BeginPlay и только потом отработает точка сохранения, но нет. Мы перенесли персонажа и сразу сработал Overlap.
а уже потом закончился бигинпоинт персонажа. Вот такая забавная история. Хоть что-то новое для себя узнал за этот сериал. Вообще такой ситуации в реальных проектах быть не может. Сохранение обычно происходит по какому-то событию, либо через меню, либо по кнопке действия. В нашем же случае мы в первом же кадре лезем в точку сохранения. Что можно сделать? Можно повесить интерфейс, но мы пока их не рассматривали, это будет в следующей серии. Из доступных решений есть два варианта. Первый – на время отключить коллизию точки сохранения в начале игры. Это костыльный, но безотказный вариант. Второй – поменять местами ноды перемещения персонажа и установки здоровья. Сначала устанавливаем здоровье, затем перемещаем персонажа. Это неочевидный вариант. Если подытожить, то оба варианта плохие. На текущий момент всего этого я еще не знал. Я даже не сразу понял, почему у меня так много сообщений в Full Heal. Если что, сообщения создавали еще и кубики. В данный момент я просто сидел и тупил, пытаясь осознать, что происходит. Спустя несколько минут у меня получилось найти первое решение. Это отключение коллизии. Проверяем. Работает. Флаги это, конечно, здорово, но есть кое-что другое. Это теги. Создадим переменную типа gameplay tag container. Вместо флажка будем хранить тег в контейнере. Если данные удалось загрузить, добавляем тег в контейнер. Сейчас у нас нет подходящего тега, поэтому добавим его. Вложенность задается точкой. Пишем savegame.playerData. Тем самым создадим группу savegame и в ней тег playerData. Еще нужно указать source, но тут не особо большой выбор. Теперь мы можем добавить тег в контейнер. Во время проверки будем проверять наличие тега в этом контейнере с помощью hashtag. Флажок не имеет значения. Проверяем. Данные успешно загружаются. Можете ими пользоваться, люди их хвалят. Работать с ними не всегда удобно, а если быть точнее, то почти всегда неудобно. Как контейнер для каких-нибудь синих ключей от дверей, примитивных статусных эффектов или отметок о каких-либо событиях в игровом мире сойдет. А если хранить в них флаги, которые постоянно используются, то потом замучаетесь поиском конкретного тега. Когда мы занимались анимациями, то через Property Access передавали флаг BAIM прямо из персонажа, а вот с тегами такое не прокатит. Почему я так жалуюсь? Да потому что каждый второй их нахваливает. Говорит, что это замена флагом. Я вот смотрел на это все, и я повелся. Повелся как малолетняя девчонка. В тот же день перевел все флаги в теги, и потом все недостатки начали потихонечку вылезать. Для меня это скорее не замена флагов, а замена массивов из перечислений. Причем массивы еще и перебрать можно. А у контейнера я не видел возможности получить список всех элементов. В общем, пользуйтесь, но это подорожник, а не панацея. Теперь можно идти коммититься. Я пошел отдыхать, но костыль не давал мне покоя. Поэтому я вернулся и нашел вариант решения проблемы с загрузкой здоровья. Удаляем костыль с отключением коллизии и меняем местами установку местоположения и установку здоровья. Проверяем. Все работает. Этот вариант все равно лучше, чем первый. Теперь можно спокойно идти и коммититься. И до конца дня писать этот текст.